Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у меня лепка. Покажу, что я использую, как крашу и, конечно, декор. И, как вы заметили, здесь у меня и золото, и серебро, потому что это вечный вопрос, какой же вариант выбрать. Сегодня я вам покажу оба. Вот вы видите и один, и второй. Выбирать вам. Для работы я буду использовать глину и молды. Рамочка у меня будет все одинаковые рамочки. Белочка, шишка и елка в одной гамме, так скажем. И я сейчас делаю игрушки как в золоте декор, так и в серебре. И в конце можно будет сравнить, что же лучше. И, конечно, буду рада, если вы напишите свое мнение. А сейчас приступим. Я взяла небольшой кусок глины и остальную глину упаковываю в пакет. Обязательно, чтобы сюда не поступал воздух. Немного разминаю в руках и начинаю заполнять. Глина заполняется очень легко. Вот вы видите. Вот. И вот такими отдельными кусочками отрываю и заполняю. Работать с этой глиной очень легко и удобно. И продолжаю вот так все делать. Так как у меня 6 игрушек, то у меня будет 6 рамочек. И сначала я сделаю все рамочки. И уточню, почему я делаю все рамочки сразу, а не делаю, например, рамочку, а затем делаю декор белочку и все остальное. Я уже говорила в Инстаграм, чтобы все вот эти рамочки, они были одинаковый овал. Когда вы сделали рамочку, затем делаете декор, уже не видно, какая именно вот эта вот овальная сторона. Все рамочки должны быть одинаковые. Поэтому я делаю сначала все рамочки, вытаскиваю их из молда, одинаково располагаю и только потом уже делаю остальной декор. И вот так все заполняю. Все вычищаю. Можно немножко пальчик намочить водой, чтобы все было вот чисто и отчетливо. Вот вы видите, как здесь все чисто получается. Переворачиваю рамочку, немного вот так постукиваю. Можно, если вы сомневаетесь, что вы не сможете вытащить, вот так аккуратненько отгибаем края от молд от лепнины. Вот. И теперь я переворачиваю. Так, сейчас вот здесь в этот бок, чтобы мне было удобно затем делать следующую лепнину. Немножко вот так пальчиком помогаю и вытаскиваю все из молда. Не спешим, все аккуратненько это делаем, чтобы у нас все выжило. Так, сейчас. Вот. Немножко вот поранилась, поэтому вот об этом я и говорила. Вот, сейчас я оставляю и начинаю делать следующую. И вот так я сделаю все 6 рамочек. И затем только я их буду укладывать на заготовку, чтобы придать всем одинаковую форму. Так что продолжаю работать, сделаю все 6 штук и вернусь к вам. Все мои 6 рамочек готовы. И вот теперь, когда я вижу, что они более-менее все одинаковые, теперь я беру рамочку и устанавливаю на каждый шар. Здесь у меня рамочка будет перекрывать бантик, поэтому я вот так прямо накладываю и даю немножко глине, чтобы она осела и как бы обвернула игрушку. Мне часто задают вопрос, как у меня получается, ну, под шар лепнина. Вот она так и получается. Я ее укладываю, и она сейчас постепенно будет укладываться на шар. Конечно, буду наблюдать, если вдруг где-то что-то исказилось или что-то, и вот это все надо поправлять. Но вот вы видите, я укладываю свою лепнину, укладываю прямо на ленту, с ней ничего не случится, не испачкается. И продолжаю работу. И пока мои рамочки, можно сказать, усаживаются на заготовки, я могу подготовить остальную лепнину. Я заполнила белочку, елочку немного вот так раскрываю, чтобы заполнить все вот эти края, чтобы она у нас получилась отчетливая. И затем, если мне надо, лишнее уберу. Вот все эти края надо полностью заполнить.
Лишнее убираю и продолжаю, и затем все края зачищаю. И вот вы видите, на одной из игрушек лепнина уже вот приняла форму. Если мне надо, я чуть-чуть ее поправляю. И теперь можно поставить на нее декор. Вот так я аккуратненько стараюсь вытащить все. Вот моя белочка. И аккуратненько все тут укладываю. Вот, и тоже придаю форму белочки. Вот. И в таком состоянии оставляю подсыхать. Вот, все примет свою форму. И, конечно, продолжаю елочку и шишку. Ну вот, у меня тут почти все уже на своих местах. Вот эти первые вообще хорошо все вот так сели. И последние штрихи все поправляю и оставляю на сутки, чтобы это все подсохло. И потом буду красить. Моя лепнина высохла, и вот она приняла форму игрушки. И теперь вот у меня 6 игрушек в таком же порядке. Вот раз, два, три, четыре, пять. Я буду красить именно лепнину. Не мешать нигде, а именно как есть. Для покраски буду использовать краску. Она у меня с перламутром. Можно использовать любую акриловую краску. Кисточку и картонку, чтобы все это сложить. Вот о чем я говорила. Здесь у меня сложено лепнина, и в таком же порядке здесь игрушки. Не мешаем. Вот эту лепнину не сажаем вот на последнюю игрушку, а как она высушивалась. Это очень важно, чтобы полностью прилегала лепнина к той заготовке, на которой она высохла. Я беру немного краски, кисточку и просто прокрашиваю. Краска очень хорошо ложится, и вот вы видите, такой блеск сразу появляется. И полностью все боковинки, все прокрашиваю. И вполне хватает одного раза. Вот вы видите, как все красиво получается. Чтобы не пачкать руки, я укладываю белочку на картонку и вот так могу прокрашивать, придерживая пинцетом. Ой-ой-ой-ой, вот так. И также прокрашиваем все рамочки, боковинки, все, чтобы у нас все было прокрашено. И вот вы видите, как красиво такой перламутр смотрится. И продолжаю работу. Моя лепнина покрашена, отправляю сушиться. Каждая краска сохнет по-разному. Какая-то 15-20 минут, некоторые надо час, может и больше. Поэтому вы смотрите уже сами по тому, как покрасилась она, закрепилась краска или нет. Моя лепнина подсохла, и я всегда ее просматриваю. Если где-то что-то вот у меня там заусеница или что, я всегда все это убираю. Вот такие маленькие тут, которые остались, не дочистила. Так, прилипло. Вот вы видите, тут такие маленькие иногда бывает, я просто не заметила. И, конечно, все это я подчищаю, чтобы все у нас было идеально. И теперь я беру лепнину и примеряю ее. Ну, во-первых, немного отодвигаю бантик и прикрепляю его, чтобы он мне не мешал. Если вдруг вот тут ленточка или что-то вам мешает, как бы тоже можно немножко подвинуть. Вот так в сторону. И смотрю, чтобы здесь все перекрывало, все ровненько. И для тех, кто первый раз это делает, не может это делать на глаз, то вот так все отмечаем, где у нас будет заканчиваться лепнина. Вот, и теперь, когда вы будете подклеивать, вы уже не ошибетесь. Теперь я беру клей и наношу клей на лепнину. Стараюсь на края совсем не наносить, но все же клей нужен, чтобы все у нас подклеилось. Вот такими вот движениями, чтобы распределить все. Все это наношу. И сразу не подклеиваю. Даю клею немного загустить, чтобы он у нас не потек, когда будем подклеивать.
Ну, этого хватает, наверное, на секунд 30. Теперь я беру лепнину и подклеиваю не сверху, а снизу. Даже иногда вот так переворачиваю, чтобы мне было видно. Вот. Вот вы видите, я укладываю, где у меня иголочки. Все ровно. И теперь кверху. Не так, что мы наклеили наверху, а потом начинаем дергать туда-сюда. И теперь я накрываю салфеткой и даю закрепиться. Теперь, когда вроде бы все подклеилось, вот переворачиваем и смотрим, где же у нас не подклеилось. И вот таким точечным, так скажем, моментом можем нанести клей и подклеить части, которые у нас не подклеились, и дать закрепиться. Теперь я беру стразовую цепочку. Здесь у нас серебро, поэтому, соответственно, серебро. И буду подклеивать внутреннюю часть цепочкой. Но смотрю за тем, чтобы склеивание двух концов было в месте, где у нас вот закрывает не посередине, а вот здесь. Примерно, где у нас хвост будет закрывать, белка будет закрывать вот это вот место хвостом. И именно отсюда начинаю работу. Наношу клей, наношу на рамочку и немного на ткань. Вот, нанесла. Теперь я беру и вот аккуратно укладываю и подклеиваю. Вот здесь у нас будет склейка. Переворачиваю, как мне удобно. Наношу клей. Так, аккуратненько. И подклеиваю. Пододвигаю цепочку. Не наверх, а именно пододвигаю, чтобы клей у нас случайно не вышел. И продолжаю работу. Цепочка у нас подклеена, примеряем. И вот у нас получается белочка полностью закрывает хвост. Теперь я снова беру клей и наношу на белочку. Тоже вот так стараюсь размазать не одним слоем и совсем к краю не подходить. И даю клею закрепиться. Ну и теперь белочку приклеиваем вот таким образом. Также прижимаю, накрываю салфеткой и даю закрепиться. И вот вы видите мои готовые игрушки. Сейчас возьму одну в золоте и одну в серебре. Специально взяла одинаковые, чтобы вы могли сравнить. Вот что у меня получилось. Я очень довольна результатом. И тот вариант шикарен. И цвет потрясающий, и лепка, и все, я очень довольна. И как я всегда говорю, что если вы довольны своим результатом, то и ваш клиент будет доволен. Ну, а на сегодня все. Хотелось бы, конечно, в комментариях почитать, кому что нравится больше. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Совсем скоро встретимся на канале. Пока-пока.